Recording in progress. Всем привет! Сегодня запишем обучающий урок по дивергенции на объемах. Этот ролик я записал еще примерно 2 года назад. Это торговая система в трейдинге. И как ни странно, именно по этой системе больше всего вопросов у вас, мои зрители. Поэтому я думаю, что сегодня хорошо было бы провести еще такой полноценный урок по этой системе, где я подробнее расскажу входы-выходы, смотря на те вопросы, которые вы задаете. Ну, то есть это в каком-то смысле видео-ответ тем, кто пытается освоить эту стратегию. Но так как я занимаюсь обучением трейдингу, и, возможно, этот ролик посмотрят только те, кто начинают, то сразу прошу у опытных прощения. Начнем с небольшого вступления. Я обязательно в видео оставлю тайм-коды, чтобы вы могли просто перемотать, кому то, что я сейчас буду рассказывать, не интересно. Итак, давайте начинать. В первую очередь, если вы смотрите это видео, и вы только начали свой путь в трейдинге, скорее всего, вы пришли сюда на эмоциях. И я 13 лет назад пришел сюда на эмоциях. То есть трейдинг — это сфера, которая очень привлекает. Работать удаленно, то бишь дома, хорошая высокооплачиваемая, можно сказать, зарплата, или просто доход. Вроде бы все радости жизни налицо. Но, как ни странно, у этого есть обратная сторона. Вы сначала должны стать экспертом в трейдинге, чтобы зарабатывать стабильно. Вот слово «стабильно» я подчеркиваю жирной линией. Можно в трейдинге заработать по-быстрому, может повезти. Так часто бывает у новичков, и в моем начинании так тоже было. Именно этим трейдинг меня и покорил. Я тогда очень быстро заработал, с 40 долларов что-то там, чуть ли не x10 сделал за 2 недели. Фантастика, но бывает. И многие, кто ко мне приходили на обучение, часто делились чем-то подобным. То есть они рассказывали, как быстро зарабатывали в трейдинге, а потом реальность брала свое. Реальность заключается в том, что у рынка отрицательное математическое ожидание. Это если по-научному. Когда вы торгуете постоянно, не системно, случайным образом, то математика должна заставить ваш счет обнулиться. И это как гравитация. С ней спорить абсолютно бесполезно. Как человек не летает, так и отрицательное математическое ожидание не даст вам зарабатывать деньги на дистанции и стабильно. Поэтому, чтобы вообще зарабатывать в трейдинге, если вы хотите стать трейдером, вам нужно, конечно же, этому научиться. То есть трейдинг — это профессия, это никак не хобби и не случайное легкое увлечение. А чтобы этому научиться, нужно познакомиться, конечно же, с теорией по трейдингу. Вот сейчас я вам показываю свой сайт. Сайт я сделал специально для таких вот как раз начинающих, как и я. 13 лет назад, кто очень сильно интересовался теорией по трейдингу, но ее было немного, я собрал у себя на сайте такую вот библиотеку, которую разбил теорию по категориям. Плюс дописал туда определенное количество статей. Эти все статьи, их здесь больше 100 штук, они нужны для того, чтобы вы стали уверенным трейдером, причем самодостаточным, и не зависели ни от каких обзоров, ни от каких-то сигналов, в общем ни от чего. Вы могли просто торговать на рынке и торговать в плюс, причем стабильно. Я это специально сейчас показываю, чтобы было, во-первых, понятно, что не все так розово и не все так сладко, как может показаться, когда вы с трейдингом имеете дело в первый раз. Я считаю, что это часть моей ответственности, так как я уже сказал, я обучаю трейдингу, как платно, так и бесплатно. И в платном варианте ко мне приходят люди, которые просто не хотят терять время. Вообще, все делится на 2 условные категории. Теория по трейдингу, она бесплатна. Но есть проблема, ее очень много. И чтобы ее освоить, нужно потратить очень много времени. Это от года и больше. Конечно, слушая, наверное, такие слова, сразу отпадает желание вообще этим заниматься. Но если вы прям вот совсем хотите стать трейдером, то, конечно, что такое год, если вы потом всю жизнь будете этим заниматься. И второй вариант, который чаще всего происходит, когда люди не хотят тратить год,
но хотят стать трейдерами. Тогда они приходят на обучение. Я занимаюсь обучением в рамках репетиторства, то есть это онлайн режим, то есть я фактически беру за руку и веду по основным теоретическим моментам. Без этого трейдер не получается. К сожалению, нет прям совсем простого способа освоить трейдинг, ему надо научиться. Все те торговые системы, которые даются вообще в роликах, и мной в частности, это все следствие данной теории. Конечно, можно научиться им и уже торговать, и даже в плюс, но все равно вы эту всю теорию потом рано или поздно будете догонять. Иначе вы просто будете чувствовать себя неполноценно, и вот такая данность. Поэтому, как я сказал уже, в рамках рекламы, если вы хотите научиться трейдингу, причем максимально быстро и, так скажем, с гарантией результата, то приходите. Почему я говорю про гарантию результата? Потому что я веду специально публичный счет на сервисе MQL, где видно статистика моей работы. Там уже больше 1000 сделок, это больше года. Это для всех тех, кто, например, сомневается, что я вдруг только обучаю, так сказать. И также эта статистика нужна, чтобы как раз таки учить молодых трейдеров, потому что многое в трейдинге, к сожалению, держится на математике и статистике. Казалось бы, университет закончен, можно с ней попрощаться, но нет. Трейдинг нас возвращает к мат-моделированию и ко всему тому, от чего хотелось спать на партах. Это такая вот реальность. Что можно еще добавить во вступлении? Как я уже говорил, я пришел в трейдинг 13 лет назад, будучи фактически студентом, то есть только-только закончил, и я начинал обучаться самостоятельно. То есть я пошел по самому сложному и долгому пути. И вообще, если вы только студент и только начали, то я рекомендую пойти таким же путем. Пока вы студент, пока вы молоды, у вас, как говорится, мало денег, но много времени. А так как тут нужно только время, то есть чтобы читать, изучать, смотреть ролики, больше ничего от вас не требуется, то почему бы не попробовать свои силы? Если же вы понимаете, что совсем тяжело, тогда уже думайте, как бы пройти обучение. Это я не говорю именно про себя, это я говорю в целом. На постсоветском пространстве очень много обучают трейдингу, причем хорошие все учителя. И сам я учился у многих из них. Все, что вам нужно, это просто не идти, а быть к кому. Это очень важно. И просите, конечно, статистику, какие-то результаты, которые бы подтверждали тот факт, что трейдер действительно торгует, а не просто блогер. В принципе, с общей вводной частью можно заканчивать. Сейчас я уже буду переходить к самой торговой стратегии, но перед тем, как мы ее будем разбирать, я расскажу немножко, опять же, теории, чтобы было понятно, почему вообще она хорошая. Почему она хорошая, почему ей можно пользоваться. Так как я уже в трейдинге варюсь 13 лет, то понятно, что за это время я не то что перепробовал, но изучал очень много всего. Начал вообще с технического анализа, это самый такой основной раздел в трейдинге. В техническом анализе огромнейшее количество тем. То есть есть вообще фундаментальный анализ, есть технический анализ. Фундаментальный — это все, что касается экономики, мы это выводим за скобки. Так как мы торгуем исключительно технический анализ, то в техническом анализе уже куча направлений, куча разветвлений. Есть всевозможные фигуры, паттерны, уровни, наклонные каналы, и все это переплетается с индикаторами. Индикаторы — это функции, так называемые формулы, которые накладываются на движение рынка, чтобы дать какой-то сигнал, либо купить, либо продать. Изучал я также усреднение, мартингейл, писал роботов. Это заняло у меня 2 года жизни. К сожалению, абсолютно безрезультатно. То есть роботы — это сразу, забегая наперед, в моем опыте это пустая трата времени. Это я говорю исключительно про дискреционные. Такое слово, которое говорит о том, что мы считаем функцию будущей цены. То есть через цену мы попытаемся посчитать следующую цену.
Каким образом стохастики, MACD, мувинги, все это, к сожалению, запаздывает, оно просто обречено на поражение, вы потеряете деньги. Аналитические роботы — это совсем другой уровень роботов, которые, конечно же, работают. Но они стоят гораздо дороже, и вы их в свободном доступе никогда не найдете. Поэтому все, что нам остается как трейдерам, это торговать самим. По сути, быть теми роботами, которые зарабатывают деньги. Если очень кратко сжать всю теорию трейдинга вообще, вот так вот комплексно взять ее и свинрарить, то получится следующее. В основе любой прибыльной системы, а мы сейчас уже к системе подходим, лежит тот факт, что вы должны следовать тренду. На рынке есть тенденции, это когда цена движется направленно в какую-то сторону, и ваша задача уметь ее спрогнозировать. А еще точнее присоединиться. Я во многих своих роликах говорю, что прогнозирование рынка — это утопия. Ну, это действительно утопия. Никто не знает будущего. Это еще доказано нобелевскими лауреатами, что уж там мне говорить. Но сам смысл. Вы должны отказаться от той идеи, что вы сможете знать, куда пойдет рынок. Это очень важно для вашего финансового благосостояния. Большая часть потерь в трейдинге заточена на психологии, а психология, как правило, держится у человека на ожиданиях. И когда вы пытаетесь учиться какой-то системе, которая вам стабильно приносит деньги, а так, конечно же, не будет, такая реальность, стабильно там в 100% случаях или в 95% так не будет, так просто не бывает, то вы начинаете расстраиваться. И потом все идет просто крахом. То есть важный аспект успешного трейдинга — это абсолютно быть безэмоциональным. Вот абсолютно отсутствие эмпатии вообще. Вот как будто вы робот. И все, что вас волнует на графике, это только движение цены и те закономерности, которые нам дает технический анализ, чтобы определять эти паттерны, которые говорят о будущем ее направлении. То есть мы вообще не говорим о прогнозировании, куда пойдет рынок, как далеко пойдет рынок. Вообще эти вопросы выводятся за скобки, их не существует для нас. Нас волнует только момент движения цены, и мы должны в этом моменте участвовать от разворота рынка до разворота. В такой модели мы вообще не навязываем свое мнение рынку, то есть мы не пытаемся брать на себя задачу невыносимо тяжелую. Мы просто слушаем рынок внимательно и идем туда, куда он хочет. Это максимально простой и быстрый способ зарабатывать деньги в трейдинге, который я вообще знаю. Все остальные методы, которые заточены на том, чтобы понять, куда же пойдет рынок, это все сложно, это все долго, это надо изучать, и еще не факт, что у вас получится. Ну вот такая, к сожалению, горькая правда. Я думаю, что более чем достаточно вводной части. Для тех, кто смотрит меня впервые, уже стало понятно, что здесь розовые очки снимают, ну так сказать, вылил на вас ведро холодной воды. Но при этом хочу сказать, если вы все-таки, даже услышав тот факт, что трейдинг это не просто, но найдете в себе силы им заниматься и все-таки обучитесь, то есть действительно потратите время, разберетесь в том, как это все работает, то вы расстроены не будете. Трейдинг это классно, но только когда вы уже эксперт. Когда вы новичок и теряете деньги, конечно, это не классно. Более того, через это я сам проходил. Это все эмоциональное давление, оно много раз подстегивает к тому, чтобы забросить все это и вообще уйти с этого трейдинга и забыть, как страшный сон. Но я не ушел, 13 лет спустя я здесь и уже могу делиться с вами опытом и рассказывать тонкости хотя бы торговых систем, которые упростят, во-первых, вам количество часов, просиженных над книгами, над теорией, и даст хорошую точку отсчета для торговли. Итак, начнем. Итак, дивергенция по объемам. Это торговая система, которая основана, конечно же, на движении рынка плюс объемы. Этот график, который вы видите, это фьючерс на золото, 15-минутный таймфрейм. Я его вчера торговал. Я торгую как на обычных счетах, ну то есть личных, так и на публичном. Я напоминаю, что веду публичный счет, чтобы была видна статистика, что мы не просто тут, как говорится, сказки рассказываем. Соответственно, мы сейчас разберем те сигналы, которые здесь появлялись,
Ну и поймем, как использовать эту стратегию. Итак, в рамках этой стратегии мы должны сравнивать всегда движение цены с объемом. В основе этой теории лежит следующая логика. Где бы мы ни находились, мы должны взять в основу самый высокий объем на движении рынка. Под самым высоким объемом подразумевается ультравысокий объем. А биржа нам транслирует объем для того, чтобы мы знали, что цена не берется из воздуха. То есть это причина. И, конечно же, мы видим, что цена формируется спросом и предложением, а не каким-то волшебным суперкомпьютером. Так вот, мы всегда начинаем отсчитывать наш сигнал или нашу торговую систему от ультравысоких объемов, которые, если вот так вот провести среднюю, обязательно будут вам бросаться в глаза. То есть это очевидно, что эти небоскребы бросаются в глаза, их можно видеть невооруженным взглядом. Почему мы берем точку отсчета именно от них? Потому что в рамках дивергенции по объемам применяется следующая логика. Рынок разворачивается там, где покупатели не могут, или в данном случае продавцы, не могут дать более низкие цены. А как определить тот момент, когда вообще продавцы пытаются дать эти более низкие цены? Это как раз таки максимальные объемы на снижении. Снижение говорит о преобладании рыночных ордеров. Это когда идут по стакану сплошные sell-stop, sell-stop, sell-stop. По каким угодно причинам, новости, не новости, либо какие-то факторы влияют, там технические или индикаторы, неважно, что заставляет людей здесь агрессивно продавать. Мы просто берем это как факт. Здесь агрессивно продавали, объем огромный. Забегая в концепцию Вайкофа, кто-то, понятно, покупал эти продажи, и потом рынок развернулся сразу. Ну, мы здесь не будем усложнять, хотя я вообще рекомендую познакомиться с методом Вайкофа. Очень много проясняет его теория, его методология о том, как же работает рынок. И там рассматривается самое главное, это паттерны поведения крупного капитала. Так вот. Участники рынка агрессивно продают по рынку, цена падает, и вы видите этот ультравысокий объем. Это точка 1. Вот мы ее, грубо говоря, себе пометили. Дальше мы должны увидеть следующую волну вниз. Это может быть бар, это может быть волна, которая пыталась идти вниз, но объем падает. Поэтому и дивергенция. Возьмем, например, вот эту. Дивергенция. Что такое дивергенция? Это расхождение. Когда рынок идет вниз на одном объеме, потом пытается идти тоже вниз, спреды сжимаются и объем падает, мы говорим о том, что у продавцов проблемы давать более низкие цены. Вот и вся простая логика. Все, что вам остается, когда вы увидите эту дивергенцию, это провести первый уровень сопротивления по волне, которая была вторая. Вот мы ее отметили, двоечка. Проводим уровень сопротивления. Обязательно надо, чтобы мы пробили этот уровень сопротивления и вернулись тестировать. То есть рынок сначала пробивает сопротивление, потом по классике возвращается к тесту, и потом вы уже вот здесь вот ищете свой вход. Причем стоп у вас максимально короткий, ниже этой волны цены просто быть не может. Вот по сути правило входа в рынок по дивергенции на объемах. Первое. Находите кульминационную волну, которая, как правило, на истории является дном рынка. Ждете ретест, так называемый, то есть это pullback, возврат по тренду. Видите, что объемы падают. Проводите сопротивление первое, ждете его пробой, ждете его ретест. У вас есть точка входа и у вас есть стоп-лосс. Все. Сидите. Дальше вы сидите до тех пор, пока не появится новый сигнал. Новый сигнал выглядит зеркально. Если вы здесь купили, цена растет, вы ждете просто зеркальную ситуацию, когда уже покупатели не могут дать более высокие цены. Как правило, это все происходит на уровнях, и это не случайно, потому что рынок ходит от уровня к уровню. Это если мы говорим про теорию уровней. Но сам факт. Вы это будете встречать, как правило, на уровнях. Что мы видим? Мы видим ускорение цены, вы видите повышенные объемы на макушке рынка, вот прям на самой-самой макушке.
вылетает этот кульминационный объем, покупатели встречаются с лимитными продавцами. Если здесь продавцы рыночные встречались с лимитными покупателями, то тут уже наоборот. Рыночные покупатели, которые толкают рынок, видят рост, здесь они начинают встречаться с рыночными продавцами. Предложение затапливает спрос, цена потихоньку уходит в бок, начинает снижаться, и вот вы видите новую хорошую волну, которую мы начинаем оценивать. То есть у нас есть опять 1. Вот это 1, вот это 2, вот она двоечка. Объем повышенный, повышенный, цена растет, растет. Точка 2, объем пониженный, цена падает, цена растет, растет. То есть мы не можем снова дать более высокие цены. Все, что вам осталось, опять провести сопротивление, ждать пробой, ретест и входить в рынок, ставя стоп за волной. В данном случае, в зависимости от спреда, вас даже могло бы выбить. Так как многие трейдеры торгуют через дилинговые центры, а не через легальные, так скажем, биржи, то там спред пляшет. И точные стоп-лоссы выставлять просто невозможно, так как рынок просто... Даже если на бирже такой цены не было, то спредом вас выбивает. Этот факт очень нужно учитывать, но я о нем уже подробно рассказываю в рамках обучения. Сам факт, вы дождались пробоя вниз, дождались ретеста, как правило это бар с хвостиком, то есть попытка подняться, рисует так называемый Pinocchio бар, в price action это бар, который имеет название по сказке Пиноккио, когда у него рос нос в зависимости от того, как он много обманывал. Соответственно, эта логика такая же. Если вы видите Пиноккио бар на уровне, скорее всего будет разворот. Он здесь обманывает тех, кто пытается покупать снова в продолжении тренда. Дальше мы видим снижение, начинается разворачиваться аукцион и продавцы просто давят рынок. Снова, если вы сидите в продаже, вы должны сидеть снова до зеркальной ситуации. Первый ультравысокий объем, нету дивергенции. Второй ультравысокий объем, и вот она появилась. То есть вот это снова точка 1. У нас есть волна вниз на больших повышенных объемах. И есть волна точка 2. Она на пониженных объемах. Я думаю, это видно всем невооруженным взглядом. Снова ждете пробой и ретест. В данном случае пробой был импульсный, вы видите, цену прям размазала и была попытка отката. К сожалению, она здесь не такая яркая, чтобы прям вот четко войти в рынок. И это, кстати, первое, что вам нужно понять, вы не всегда будете знать, где войти в рынок. Ну, не всегда рынок вам просто будет давать такую возможность. Но даже если вы здесь не войдете в рынок, вы как минимум должны понимать, что вы не должны уже сидеть в продажах. Все. Вот этот уровень сопротивления, который был пробит и протестирован, говорит о том, что аукцион снова изменился. Теперь покупатели контролируют рынок, ни в коем случае нельзя сидеть в продажах. Цена снова растет, снова ультравысокий объем, наша единичка. И снова волна идет наверх уже без объема, наша двоечка. То есть фактически... Я так скажу, в техническом анализе это просто паттерн либо двойное дно, либо двойная вершина. Просто через объемы его проще определять. Если графически не всегда понятно, где он есть, то объемы сразу вам бросаются в глаза. Тут у нас был большой объем, тут у нас низкий объем, значит, возможно, у нас этот паттерн. Снова, что мы делаем? Ждем. Проводим линию сопротивления, вернее линию поддержки, так как покупатели контролировали рынок. Ждем пробой и ретест. Здесь прям четко. Рынок дал возможность вам бы войти в рынок, поставить стоп-лосс и дальше сидеть уже в продаже. Опять же, куда мы ждем рынок? Да никуда мы его не ждем, мы просто сидим от точки входа до точки входа. Вот здесь был ультравысокий объем. Смотрите, снова на уровне. Попытка была нарисовать дивергенцию, объем 1, у нас новая волна вниз, это двоечка без объемов или с пониженными объемами, а вот пробоя и ретеста не случилось, значит аукцион продолжает развиваться вниз. Вот такими простыми правилами вы можете сопровождать рынок и торговать успешно. Все, что вам нужно, это просто следить за тем, как развивается аукцион, куда он развивается и сидеть в его сторону.
Если вы будете делать это, как я только что обозначил, то первое, что будет, вы никогда не будете спорить с трендом, а это очень важно, потому что именно торговля против тренда, попытка развернуть, ну как, словить разворот, причем не имея на это никаких веских причин, как правило, и приводит к потере депозитов новичками. То есть именно это основная и первая проблема. Поэтому задача прибыльного трейдера — это не спорить с рынком, раз. Второе — ограничивать убытки, два. И третье — знать, где выйти из рынка, три. Если, совершая эти действия, вы будете системно их делать раз за разом, то у вас средняя между этими сделками будет положительная. Это и есть ваш чистый профит, который вам нужно перекладывать на дистанцию. Именно об этом я и говорю в публичном счете, когда у нас мат ожидания больше 50%. Ну, оно у нас больше 60%, так называемый win rate. Но сам факт. Количество, или, скажем так, средняя между вот этими входами и выходами должна у вас оказаться плюсовой. Если вы все это повторили правильно и у вас плюс, вы можете уже спокойно с демо-счета переходить на реальный. Рекомендую я начинающим трейдерам, конечно же, торговать на демонстрационном счете, не рисковать ни в коем случае реальными деньгами, потому что если вы не разобрались в данной стратегии и начнете совершать с ошибками, вы просто потеряете свои деньги. Оно вам нужно? Я думаю, нет. Поэтому сначала демонстрационный счет, сделали 100 сделок, вот по правилам, которые вы видите. Если вы видите, что после 100 сделок у вас, например, демонстрационный счет там был на $5000, а стал на там, $5100, все, можете понимать, что вы на правильной стороне рынка. Когда у вас денег больше, чем было через большое количество сделок, знайте, что вы не спорите с математикой. Потому что закон больших чисел, как только вы начинаете под него подходить, сразу выплывает это мат ожидания наружу. Если вы торгуете случайно, не системно, оно будет отрицательное, так как оно по умолчанию отрицательное. И, конечно же, начнет уменьшать ваш счет. Если вы выходите в сторону положительного мат ожидания, то понятно, что закон больших чисел будет наоборот на вашей стороне. Чем больше торгуете, тем вернее зарабатываете свои деньги. В принципе, да вот и все. Ну, стратегия, на мой взгляд, ну, понятно, я уже опытный, несложная. Для новичков может показаться сложной, хотя, ну, судя по вопросам вашим, да, она, видимо, сложная. Или сложная, я в первый раз ее объяснял. И мне кажется, сейчас я еще более наглядным образом ее подсветил. Объемы, цена, логика уровней, пробой, ретест, все, что нужно в этой системе. Ничего выдумывать не надо, ничего прогнозировать не надо, никакие новости, никакая экономика, ничего этого не надо. Нужно только сидеть весь день у компьютера и следить за рынком. В принципе, за это вам рынок платить и будет. Обычная высокооплачиваемая работа. Никаких розовых очков, просто та реальная профессия, которая есть на самом деле. Ну, в принципе, вот и все. Я надеюсь, это видео очень многим поможет, особенно тем, кто торгует бессистемно. Хотя бы вы задумаетесь о том, а нужно ли вам продолжать делать то, что вы делаете. К сожалению, на рынке гарантировать ничего нельзя, все в вероятностях. Но что можно гарантировать на 100%, это то, что бессистемная торговля сливает депозит. Я думаю, все вы, кто уже достаточно долго с рынком работаете, знаете, что в трейдинге многие теряют, очень много негатива вокруг этой профессии. Ну, так это же не случайно, это же именно поэтому весь этот негатив. Люди, не понимая, как работает вообще рынок, что у него по умолчанию отрицательное математическое ожидание, приходят на рынок и оставляют свои деньги на рынке. Биржа счастлива, маркетмейкеры счастливы, крупные игроки счастливы, все счастливы, кроме вас. Так вот, чтобы так не было, просто делайте все как правильно, ну, изначально делайте все как надо, и у вас не будет разочарований. На этом все. С вами был Игорь Арапов. Надеюсь, этот опыт будет вам полезен. Всем профитов!